Россияне воюют ночью, чтобы впечатлить генералов. Украинская разведка якобы взломала российскую налоговую систему, а в РПЦ решили запретить сатанизм. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Хакерська атака на українські мобільні і банківські сеті. На жаль, сьогодні вранці Київстар став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Видение США и Израиля о секторе Газа расходятся. Я хочу четко обозначить свою позицию. Я не позволю, не допущу повторить ошибку Осло. Я не допущу, чтобы после огромных жертв, принесенных нашими гражданами и бойцами, мы позволили войти в Газу тем, кто воспитывает терроризм. Во Франции задержан известный писатель Фредерик Бекбадар. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на наш канал, если вы этого еще не сделали. Это нужно сделать, это очень важно. Поехали. Российская армия старается воевать ночью, но не имеет достаточно оборудования и подготовки. Об этом пишет британская Минобороны в очередном отчете. Там заметили, что, к примеру, прибор ночного видения – это одно из самых популярных устройств, которое фигурирует в запросах российских солдат к своим близким и волонтерам. Украинской армии эти устройства в основном достаются от международных партнеров. Часто российские силы тренируются в ночное время, иногда, чтобы, цитирую, произвести впечатление на старших офицеров, которые приезжают с визитом. Украинская разведка атаковала налоговую систему Российской Федерации. Речь идет о практически полном разрушении инфраструктуры одного из основных государственных органов РФ. Об этом отчитывается ГУР в своем телеграм-канале. Во время спецоперации военным разведчикам удалось проникнуть в один из хорошо защищенных ключевых центральных серверов Федеральной налоговой службы ФНС РФ, а дальше более чем в 2300 ее региональных серверов по всей России, а также на территории временно оккупированного Крыма. В результате кибератаки все серверы получили вредоносное программное обеспечение. В разведке говорят, что паралич в работе налоговой системы будет продолжаться как минимум месяц, а восстановить данные в полном объеме будет невозможно. В Федеральной налоговой службе информацию не подтверждают, об этом пишет «Комсомольская правда». Напомним и о масштабной хакерской атаке на сети мобильных операторов в Украине и Украинского банка, которая вроде как банком как минимум была отбита. Но мобильные сети легли надолго. IT-инфраструктура компании «Київстар» практически разрушена. Війна з Росією має багато вимірів, і один з них у кіберпросторі. На жаль, сьогодні вранці Київстар став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно не зрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. Для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій, втручання у діяльність мережі, ми залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб. Київстар обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Приносимо вибачення абонентам за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння та підтримку. Несмотря на это, СБУ открыло дело всего по 8 статьям, и российское вмешательство пока только версия. У США и Израиля разное видение будущего сектора Газа. Беньямин Нетаньяху не хочет повторения старых ошибок, которыми он называет соглашения, подписанные в Осло в 1993 между представителями Израиля и Палестины, которые должны были не дать конфликту разгореться снова. Я очень ценю поддержку США в уничтожении Хамас и возвращении наших заложников. После интенсивного разговора с президентом Байденом и его командой мы получили полную поддержку наземного вторжения и прекращения международного давления с целью остановить войну. Конечно, существуют разногласия по поводу дня после Хамаса, и я надеюсь, что мы достигнем согласия и в этом вопросе. Я хочу четко обозначить свою позицию. Я не позволю, не допущу повторить ошибку Осло. Я не допущу, чтобы после огромных жертв, принесенных нашими гражданами и бойцами, мы позволили войти в Газу тем, кто воспитывает терроризм, поддерживает терроризм и финансирует его. Газа не станет ни Хамастаном, ни Фатхастаном.
США обеспокоены тем, что Израиль мог использовать снаряды с белым фосфором, которые сами в Израиле поставили. Хамас тем временем собирается продолжать боевые действия против Израиля, хоть и, судя по всему, ситуация играет не в их пользу. Надо разделять отдельно север и юг. На севере, в принципе, можно уже говорить о том, что если не будет каких-то неожиданных сюрпризов, то через несколько дней можно будет уже говорить о том, что этап захвата более-менее закончен, и можно переходить к этапу зачистки. Это не значит, что там полностью прекращаются боевые действия, но там действительно уже организованное сопротивление тех же батальонов Хамаса в Джебале, Саджаи и так далее уже будет подавлено, но отдельные стычки еще будут продолжаться долгое время, то есть перейдут на этап зачистки. Это на севере сектора Газа, а на юге сектора Газа, в принципе, там вопрос гораздо более долгий. Если на севере мы говорим про дни, а на юге это как минимум еще несколько недель. Турецкая федерация футбола заявила, что приостановила работу всех лиг после позорного инцидента. Нападение на судью после домашнего матча Анкара-Гюджу против Ризespor. Президент Анкара-Гюджу и еще двое подозреваемых задержаны. Якобы они как раз на судью и напали. С пострадавшим арбитром в больнице по телефону поговорил даже президент Турции. Здравствуйте, господин Халиль. Мы действительно очень скорбим. Пусть Бог даст вам здоровья. Мне очень грустно видеть, наблюдать такое. Более того, я также был опечален, как тот, кто родом из Ризе, потому что нас серьезно обеспокоило то, что подобное произошло во время игры Ризе. Я попросил сделать все, что необходимо, все, что нужно для вас, мой друг, будь то министр юстиции, министр внутренних дел или другие друзья-родственники. Пусть Бог даст вам здоровья. На юго-западе Франции задержан известный писатель Фредерик Бекбедер. Издание «France Bleu» пишет, что дело не связано с наркотиками, но с чем в таком случае связано, официально пока не сообщается. Местные медиа пишут, что речь может идти о деле об изнасиловании. Фредерик Бекбедер – автор романов «Каникулы в коме», «Любовь живет 3 года», «Рассказики под экстази», «99 франков» и многих других. В РПЦ наконец-то запретили сатанизм и колдовство. Не то чтобы раньше можно было, но, видимо, не было запрещено. Но все это не по какой-то церковной или причине веры или еще чему-то, а потому что, цитирую, «сатанисты сконцентрированы на пропаганде абортов». Дьявол именуется человека-убийцей. Именно поэтому сатанисты сконцентрированы на пропаганде абортов. Эта страшная идеология уже проникла в Россию. Мы видим интервью и публикации людей, принадлежащих к этой субкультуре. Пропаганда абортов и ритуальные жертвоприношения, суицидальная и деструктивная идеология объединяется с человека- и детоненавистничеством. No se roben todo el espectáculo. La Navidad es amor, es tiempo de perdonar y de compartir. Ahora sonrían para allá. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших лайков, комментариев и репостов, жду, что вы подпишетесь на все наши каналы, это важно, ведь так наше видео будет смотреть большее количество людей. Ну а на этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.